Всем привет! Постепенно привыкаю к станку ИШ, и для ускорения этого процесса я немного подготовился. Это 32-й кругляк, сталь 45. Здесь вот даже валяется список того, что я планирую из этого всего сделать. Но на самом деле это все довольно простые и полезные приспособы. Например, в данном ролике я хочу сделать что-то подобное, только с конусом Морзе 3, чтобы не использовать вот такой переходник. Я долго пользовался этой штукой на ТВшке, очень привык, очень неудобно вставлять центровку в патрон. Также понемногу экспериментирую с режимами резания. Вы можете увидеть некоторые мои результаты экспериментов, что удается получать поверхность значительно более качественную, чем на ТВшке. Ну и соответственно на режимах совершенно недостижимых ТВшке. Как, например, вот эту болванку я проточил на оборотах 1600. И при этом никаких дроблений, ничего в принципе здесь нет. Невооруженным глазом можно даже подумать, что поверхность шлифованная. Но это не так. Также хорошо получается точить и 40Х, которая ТВшке ну вообще никак не поддается. Постоянно что-то где-то вибрирует, дребезжит и так далее. Но правда тут же возникает вопрос, а насколько хватит стойкости китайских пластин при обработке в таких режимах нормальных видов стали. Мне кажется, что здесь все же понадобятся более качественные настоящие пластины. Ну, либо аккуратно затачивать обычные напойные резцы. До появления ТВшки я периодически пользовался вот этим китайским чудом, он же Корвет 401. Небольшой китайский станок, но в данном случае я хочу поговорить не об этом. Габариты обрабатываемой детали у этого станка немногим меньше, чем может обрабатывать ТВшка. Но есть кое-какие ключевые различия. Посмотрите на этот патрон 80-й. Посмотрите на этот резцедержатель, ну и на все вот эти вот маленькие хлипкие элементы. Когда я переходил с этого станка на ТВшку, то ее 125-й патрон, 16-е резцы в резцедержке и все остальные элементы показались настолько громоздкими, как будто бы я перешел на куда более большой станок. Но габариты обрабатываемой детали примерно схожи. Ну а сейчас при переходе на ИЖа я ощущаю примерно все то же самое, только еще сильнее. Но происходит это не в плане того, что я могу обрабатывать что-то такое гигантское, огромными съемами и так далее. Нет. Вопрос в том, что элементы станка очень массивные, и при переходе с одного на другой, при незначительном относительно изменении габаритов обрабатываемой детали, ощущаешь очень большую тесноту, просто нереальную тесноту. Станок еще не использовался, он фактически только покрашен, только я вот сейчас начинаю более-менее к нему привыкать, но уже кучу элементов, кучу мест на краске я посшибал, благодаря тому, что сюда ничего не влазит. На тот первый китайский станок можно было установить кучу индикаторов, дополнительных приспособлений, и при этом все эти маленькие ажурные элементики двигались в этой системе и ничего нигде не задевало. Здесь все прямо противоположно. И первое впечатление о переходе на этот станок было именно таким. Вот в данный момент можно наблюдать, как мне пришлось ухитряться для того, чтобы просто установить сюда индикатор на довольно-таки обычной стойке. Ну, более-менее жесткой стойке, чем вот такая вот игрушка. Она, конечно, тоже здорово помогает, но по жесткости они вне сравнения. Ну, это было небольшое лирическое отступление. И, собственно, вот те прутки нарезанные служат как раз для того, чтобы привыкнуть ко всему этому. То есть, элементарно нужно что-нибудь поточить. Тем более, что руки-то довольно-таки чешутся. Что-нибудь поточить на только что собранном станке. Здесь мы видим зажатый центр, прижатый еще одним вращающимся центром. Собственно, нужно это лишь для того, чтобы обкатать будущий конус, что я уже сделал. Процесс элементарный, проверяем биение, здесь они в районе 1,02 и обкатываемся сам конус. Тоже в районе 1,02 на всю длину.
По крайней мере, для этого устройства я особо не заморачиваюсь. Ну и сейчас уже буду все разбирать и точить саму деталь. При попытке обкатывания конуса я сразу же обратил внимание на очень неудобную ручку малой продольной подачи. Она здесь расположена очень близко. Получается, что суппорт заходит за ее границы, в отличие от ТВшки. Ну и расстояние очень маленькое. Я уже кучу раз стукался руками а все вокруг. Также болты фиксации поворота малой продольной тоже стали крупнее. Здесь уже применяется ключ на 17. И в процессе обкатки у меня несколько раз успешно срывался ключ. Соответственно, сбивалось положение малой продольной, и я начинал все заново. Происходит это легко. Ослабляешь гайку, в какой-то момент у тебя срывается рука, ключ оказывается вот в таком положении. Соответственно, он упирается в малую продольную, и ты рычагом все это срываешь. Вроде бы все так же, а делать приходится все намного аккуратнее. Ну а вот вам наглядная демонстрация того, как все везде очень плотно прилегает друг к другу. Буквально забыл отодвинуть заднюю бабку подальше и чуть-чуть не расцарапал на ней краску. Не, я понимаю, конечно, сейчас обрушится на меня шквал критики, что критикую я совершенно не то, что ценится в станке, но я лишь делюсь своими первыми впечатлениями. Заметьте, ничего о точности я пока вообще не говорил. Для того, чтобы минимизировать этот эффект, почти все время на ТВшке у меня малая продольная развернута примерно на 45 градусов. Для того, чтобы когда бабка подходит и когда поперечную подачу приходится смещать ближе к центру, расстояние там было не настолько маленьким. Ну, не знаю, как звуки на камеру, а мне отчетливо было слышно что-то типа мелкого дробления высокочастотного.
Все дело в том, что отрезался этот пруток газорезкой, и на конце я немного запорол пластинку. Поэтому тут в некой с виду очень хорошей чистоте скорее наклеп, чем чистота. Ну, в данном случае проточка безразмерная, поэтому сойдет. Белорусский патрон не перестает удивлять. У него болтается буквально все. Но после расточки, что бы я ни вставил, 2-3 сотки. В нашем деле риски бывают совершенно неожиданные. Оттуда, откуда ты точно их не ждешь. Суппортом чуть не снесло камеру. Хорошо поймал. И по закону подлости все это произошло как раз на подходе к патрону. Но ничего, все обошлось. Лично мне кажется, что вот здесь блестит лучше, чем вот здесь. Соответственно, буквально за один проход новенькая пластина подсела. Так что факт применения этих пластин в профессиональной деятельности, мне кажется, все же под знаком вопроса. По крайней мере, для чистовых проходов. Диаметр этого прутка изначально 32 мм, максимальный диаметр КМ3 24,5. Так что здесь довольно прилично обдирать. И в данном случае это была именно обдирка. Съем 2 мм, обороты 630, подача 5 соток. И тем не менее, даже при этом обработанная поверхность блестит. Так что пока рамки для творчества кажутся очень безграничными. Так как на данном станке можно поставить подачу буквально от 1 сотки, но в то же время можно нарезать резьбу шагом аж до 24 мм. То есть после ТВшки границы, конечно, прямо ух. Ну тут, как говорится, просто без комментариев. Вы видите, что сюда палец еле влазит. И когда пытаешься крутить двумя руками так, чтобы штурвал шел ровно, то палец на второй руке просто где-нибудь зажимаешь. В данном случае понятно, что все усугубляется тем, что я решил сделать конус под обратным углом с правой стороны. Можно было вытащить его здесь, и тогда бы каретка отошла от задней бабки. Все было бы удобнее. Но сделал я его здесь для того, чтобы можно было примерять, не снимая. Вариант с выдвиганием резца подальше тут уже тоже практически на пределе. Видите, что вылет тут уже приличный, больше уже не стоит. Может, конечно, показаться, что я тут выставляю претензии к этому станку, но нет, просто пока привыкаю к чему-то новому. Еще один нюанс. Шаг винта салазок 3 мм. За один оборот проходит 3 мм, что несколько быстрее, чем на ТВшке. Крутить приходится поменьше, но плавность хода при этом значительно ухудшается. Немного потренировался с конусом, ну а теперь уже буду делать по-нормальному. Место, где будет сформирована лапка, а может быть даже и не будет, как это было на предыдущем. Ну и дальше конус сместится уже ближе к началу державки. Как говорится, человек удивительное существо.
способная рано или поздно приспособиться ко всему. Идеальной геометрии, конечно же, ожидаемо не получилось, но при этом все довольно неплохо на самом деле. Больше всего цепляет на большом диаметре, хотя на малом тоже есть зацепы. Так что, похоже, достаточно будет немножко доработать наждачкой. По-простому все же не получилось обойтись одной наждачкой, поэтому обкатывался заново. Зато теперь отчетливые следы зацепления практически по всей длине. Это уже нормально. И это без наждачки. Но в прошлый раз я, видимо, вот эту штуку немного боком поставил, поэтому с одной стороны зацепило там, где не надо. Я тут вспомнил, что пиноль у НГФ все же подвижная, хоть у нее и нет механизма поднятия и опускания, но ослабить я ее могу. Как-то аж захотелось починить этот механизм. Но самое интересное, что радовался я недолго, потому что я умудрился перепутать метчик. И нужный метчик с резьбой М6 все же идет только вот так. Но сделать механизм подъема-опускания пиноли все же захотелось. Вот такая штука в итоге получилась. Не стал заморачиваться с максимально чистовой обработкой. Оставил следы, вот так сказать, на память о первых своих экспериментах. А в рамках данного видео у меня все. Вот такая получилась тематика, фактически ни о чем. Всем спасибо за просмотр. До свидания.